Вращается земля вокруг своей оси, летит метеорит в соседнее такси. Не апокалипсис и не катарсис, а просто дауншифт небесного МС. Однажды подрались соседи из-за неподеленной земли. Один кричал «Моя!», другой «Моя!» кричал со страшной злобой, пока не пали замертво в густой пыли. Земля ответила: «Мои вы оба». Вращается земля вокруг своей оси, летит метеорит в соседнее такси. Не апокалипсис и не катарсис, а просто дауншифт небесного МС. Однажды хилый голубь, прилетев в свою откормленную стаю, сказал, что увидел незнакомца, человека на коне. Тот сеял лен на поле дальнем, бросая зерна щедро вспаханной земле. Воркун запел, что если все сейчас не соберутся, чтобы склевать зачатки адского труда, то зерна эти скоро разрастутся, и стаю непременно ждет беда. Что урожай собрал успешно чужак, из льна коварно будет сети вить, и там, где мы парили безмятежно, расставит их, чтоб нас ловить. Но вместо одобрения по стаю прокатился сытый хохот. Вот тена! С чего ты взял, что урожай не уничтожит холод? С чего ты взял вообще, что это семя льна? С чего ты взял, что он охотиться за нами будет, как кровожадный и свихнувшийся маньяк? И лети себе, дружище, будет. Тут явно что-то да не так. Они клевали дальше свое просо, и зерна дали щедрые плоды, и человек этот после покоса сплел сети, увенчав свои труды. Нет больше голубиной стаи, а из рассказанного нужно нам понять, что зерна лучше выклевать заранее, чтобы не пришлось однажды сети рвать. Вращается земля вокруг своей оси, летит метеорит в соседнее такси. Не апокалипсис и не катарсис, а просто дауншифт небесного МС. Однажды маленький благословенный мальчик собрал всех воинов за свой чудесный стол, омыл им руки, подал хлеб и занял свой престол. Они величественно трапезу вкушая не замечали сбитой ревности огнем, что за их мыслями следит его душа большая. Они хотели власти, только мальчик был царем. Пока все ели, он не кушал, рассматривая буквы имени святого на стене. Вернее, не рассматривал, слушал, ответив тихо: на войне, как на войне. «Это хлеб истины», — сказал царь иудейский. «Я здесь благословил его, а в небе мой Отец». И приговор озвучил голос детский: «Чего желаешь мне, таков и будет твой конец». И пали рыцари под этими словами от боли воя. Нет, никто не был спасен. А он возвысился, как парус над волнами. Лишь Бога истины благодаря за все. Из этой трапезы была одна дорога – погибнуть в дерзком заговоре бунтарей. Но мальчик научился слышать Бога и вскоре стал мудрейшим из
Вращается земля вокруг своей оси. Летит метеорит в соседний такси. Не апокалипсис и не катарсис, а просто дауншифт небесного МС. Что душа тебе, друг мой, напела? Или ты ее так и не слышал? Ставишь ставки на бренное тело? Ну смотри, как бы сэром не вышел. Вращается земля вокруг своей оси. Летит метеорит в соседний такси. Не апокалипсис и не катарсис, а просто дауншифт небесного МС.